Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 11-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске собрал АКС-74У и закрыл квест «Механика. Оружейник. Часть 2». Долго мучился, но все-таки сделал квест с дикими в лесу «Путь выживальщика Крепыш» для егеря, а затем прям подряд закрыл квесты «Оружейник. Часть 3», 4 и 5 для механика со сборкой МП-5, охотничьим-промысловым СКС и дробовиком Ремингтон 870 соответственно. За счет оружейников уровень персонажа стал 17-м, и это позволило закрыть квест барахольщика «Только бизнес». Выпуск поддержали финансово Фрэнки Уайлд, Илья Лето и Марик. Это вам, парни, спасибо за то, что балуете донатами. Будьте здоровы. В комментариях был вопрос насчет пинга, может, кому тоже станет интересно. Вот такая картина у меня на данный момент. Привет Севастополю! Всем приятного просмотра! Сегодня я начну с постройки тренажерного зала. Тут пару предметов всего не хватает, сейчас докуплю. Не досмотрел малеху в предыдущем выпуске, можно было заказать, а сейчас бы уже тренировался себя. Но ничего страшного, зато следующий выпуск мы начнем как положено, с тренировочки, с физической нагрузки. Механик выдал мне следующего оружейника, часть 6. Здесь нужно будет собирать АКМ, но пока я браться за него не буду. Там, скорее всего, модули будут дорогие на барахолке, поэтому подожду, пока чуток прокачаются торговцы. Первый рейд разминочно-прогулочный, ознакомительный, оздоровительный, пойду на таможню за дикаря, что-нибудь пронесу по деньгам, надо финансовое состояние своего ЧВК как-то выравнивать. Старая заправа, говорит, КП Диких, КП военной базы. А что, до КП Диких двинем тогда? Как раз, если проскочить, получится эту самую... О, слушай, а что если... Общага 220-я, нормально. А что если в общагах пошарохаться по этим, по курточкам посмотреть, может быть, что получится найти? Хотя нет, деньги сейчас надо таскать, блин. Ключ там от офиса таможни я бы хотел найти, он мне пригодится сейчас в ближайшее время. Но этот ключ, в общем, он стоит на барахолке, я его смотрел 1050-60, сейчас не знаю как, я сейчас вечером запускаюсь. Народу будет еще больше, чем я обычно, да? Играю. Хотя куда больше, еще не знаю. А, кстати, сегодня я играю на домашнем, получается, сервере Ближний Восток, но пинг у меня опять за 100. Я не знаю, как с этим... Напридумывали что-то, какую-то дичь, по-моему, с этими серверами. Некорректно они работают. У меня пинг 8 миллисекунд показывает. А по факту цепляется куда-нибудь... какому-нибудь Израилю или еще куда-нибудь. Тогда уж лучше по-старому оставили. Чем эти объединения всякие. Ладно, в общежитие не пойдем. Давай я тогда посмотрю по тайникам, попробую деньжат выскребсти. Лучше за ЧВК сегодня погазую. Если быстро получится на таможке сделать пару квестов, то я схожу на завод, возьму пистолет, там пару пистолетов вернулось. Хотя... Ну, посмотрим, в общем, как пойдет. Пока загадывать не буду так далеко. ПТ-3, квестовый. Дикие на суете. ПТ-3 мне по оружейнику нужен будет. И как раз вот на это АКМ можно будет, да, его присылать? А, нет, на АКМ же там другое. Ладно, разберемся. Так, в общем, план маршрута таков. Иду через все тайники, какие знаю, до КПП. До военной базы, по-моему, там, да? Да, до военной базы. Мешок у меня маленький, так что я думаю, что лута у меня будет. Если живым доберусь. Все открыто кругом. Что там? О, я думал, броник какой. Интересно, прям... Свои.
Прям на дороге тайника никто не лутанул до сих пор. Никому не нужны тайники. А, ну это да, сейчас же час пик, сейчас же все с корешами. Ну чё, пацаны, пойдем мочить. И толпой залетают на локации. Так что в общагах будет жарковато, возможно. Тут не лутано, погляди. О! Так, газоанализатор квестовый. Мне это уже нравится. Очень даже нравится. И тут не лутанный тайник. Забавно. Выглядит как-то неправдоподобно, если честно. Как будто обман какой-то. Я не сплю, ущипните меня. И тут не лутано, прикольно. О, чевок лежит. Домашний. С беркутом. Это очень даже ничего. Как сразу ГСШ бухает, да? Пол. What is this? Воу, полегче. Изи, изи. I'm a scav. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Стрелять будешь, что ли? Больной какой-то. Ты пошел в баню? Мне надо вынести газан. Блин, и карму не хочется портить. Не, ну нафиг, я за такое с пацанами не тер. Пошел я лучше домой, пока газан в кармане. Вот, и чевыку есть кое-что тут по снаряжению. 4 класса броня. Пойдет. Газан домой понес. Руся, пацан, сделал все по-человечески. Неужели он меня спутал с ЧВК? Ну, в принципе, да, по тряпкам-то вроде как и ЧВК, да. Единственное, по рукавам не понял, что я ЧВК или кто я там дикий. Ну, нормально, обошлось. Не зря вышел. Санэпидемнадзор, часть 2, 1 газоанализатор мы принесли. Еще один и закроем терапевту квест. Ну, так сказать, это был черновой вариант. Теперь давай на чистовик. Пойду с аугом А3. Глушитель на него присобачил. У меня там пламегаситель был. Зарядил первый магазин 9-ками. Все, моя задача это общежитие. Трехэтажное общага, 220 комната, забираем предметы и уходим. Мне даже стреляться не обязательно там. Если получится избежать ПВП, что навряд ли, конечно, то постараюсь избежать. Ой, Тарков, спасибите. Вот этот спавн мне вообще огонь. Я самый первый в трешке буду. Я могу забежать, если никто торопиться не будет с той стороны в трешку. Я смогу забежать, забрать свои предметы, которые мне нужны, и вынести их с локации. И машина есть, смотри. Ядрёный корень.
Ну, не поверю, что вечером на таможне в общежитиях никого не будет на первых порах. Нам сюда. 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 Так, здесь. Блин, пришел кто-то. Все, есть предметы. Рики пришел. Не, ну это даже хорошо. Это даже опыт. То есть даже пробежки не будет, получается. Если все гладко пройдет. Давай попробуем. Чик. Вкус как погружение какое-то. Жаки в кусто. Все, пора. 5, 4. Надеюсь, никто не стрельнет мне тут. Я поехал. Ну, фантастика. Обычно я за 2 минуты 53 секунды получаю голова-глаза какие-нибудь, а тут завершил рейд даже удачно. Получается, даже без пробежки. Хороший спаун – залог успешно выполненного квеста. Реагент, часть 2 мы закрываем. Оба предмета передаем и забираем награду. Реагент, часть 3 – это та тропинка, которая ведет меня на завод. Ё-моё, надо найти шприц с реагентом на заводе. Ну что, завод так завод. Кедр у меня будет бесшумный, как оружие. Оно у меня лежит тут бесхозное и тратить некуда. И, в общем, как раз на заводе, я думаю, это лучшее его применение ему. На заводе, кстати, у меня не закрытый квест садоводства, часть 1. Я панель-то починил, а выйти с локации у меня так и не получилось. Если я сейчас на заводе смогу забрать реагент и вынести его с локации, при этом не будет пробежки, то получается я закрою сразу 2 квеста. Реагент и садоводство для механика. Якорь сюда. Долгая, очень долгая загрузка была. Не столько загрузка, ожидание игроков было долгое, поэтому я уверен, что будет полный завод. Это раз. А во-вторых, сидеть сегодня на заводе — это не вариант. Ты будешь дольше грузиться, сидеть, чем играть по факту. Так что разок попробую. Получится — окей. Не получится — и черт с ним. Пойду лучше на бережок. Там на берегу есть еще планы кое-какие. Ага. What the fuck? Блин, это... Этот... Дробовик, зараза. Мне бы разорвать дистанцию с ним. Он уже там в сейфе, елки-палки. А вот это ЧВК идет. Ой-ой-ой, не один. Пикают, здесь пикают.
Ой, короче. Он на металле вот здесь. Вать Машу. Так. Блин, в каком там побольше было патронов? Это был дробовик. Как раз таки. А, попробуем выйти. Никто не сидит. Нормально, нормально. Не, ну это точно не пробежка. А, еще ж дикий был. Все, 100% не пробежка. 2 квеста в кармане. Отлично. Пару ЧВК еще точно были на той стороне, где я дикого на лестнице застрелил, но я уже не стал ничего проверять, лутать, и, по-моему, в офисе кто-то был еще. Нашел шприц на заводе, передаю его лыжнику и закрываю реагент, часть 3 квест. Реагент часть 4, поэтому квест у меня отправляет лыжник на таможню. Мне необходимо пометить «Газель», которая на заводской территории находится в цехе. Но этот же квест с пометкой мы можем сдать не только лыжнику, но и большой заказчик квест прапору закрыть, либо терапевту закрыть квест «Простое любопытство». Кому буду сдавать, пока не скажу, посмотрю, что там по наградам у кого будет. Да и вообще не говори гоп, пока не перепрыгнешь, да? Давай сначала сделаем квест, а потом уже будем решать, кому его сдавать. А то получается шкуру неубитого медведя сейчас делим. И за счет выживания и выхода с локации завод я могу садоводство часть 1 для механика тоже закрывать. Садоводство часть 2 механик выдает, поэтому квесту мне нужно принести предметы, все есть, тройники есть 4 штуки, печатные платы 2 штуки, но не хватает одного силового кабеля. Поэтому на поиски силового кабеля я предлагаю отправить дикого Лутаку на, естественно, развязку, где больше всего компьютеров, потому что именно в компьютерах легче всего найти эти самые силовые кабели. Давай попробуем. Оба-на. Вон там, а компьютеры хочу посмотреть. Давай в идею заскочим. 18 минут. Смотри, видимо, какой-то этот выдали, да? Ну, не то чтобы минимум. Ну, меньше 18 минут. Слышал, он клацнул, стрельнул. Сиди, рабочий. Или он просто этого... Что-то прицелился, похоже. Да, это обычный дикий, судя по всему. Блин, он меня напрягает. Ходит прям за мной. А, нет, он за стеночкой. Все нормально. Да, ЧВКшникам тут, я смотрю, живется не сладко. Сразу же замес, да? Так. Короче, я вряд ли тут что найду интересного. Не, нормально. Я думаю, что это дикие. ЧВК бы уже засуетился, я думаю. По-любому. Так, хорошо.
Где эти еще силовые кабели? Да только в компьютерах, по-моему, и надо искать их, да? Где их еще искать-то? Может, тогда вниз туда сходим? Через ТЭЦ? Посмотрим на ТЭЦ. Если на ТЭЦ не найду, то... Блин, прям по мозгам это чабанка. Если на ТЭЦ ничего не найду, то тогда пойду через... складские вот эти вот помещения. Время, как правда, поджимает. Так, чисто по полкам посмотрю. Наборы инструментов и прочие редкие вещи. И там, где возле Оли на заднем корпусе Оли, попробую там. Тут тела кругом валяются. А вон дикие ходят, хорошо. То, что здесь лутано, я даже не сомневаюсь. Ёпра, блин, все отбили на... Но единственное, на что еще есть расчет, это на то, что, может быть, они как раз силовой кабель-то и не забрали. Он-то не такой уж и нужный, по идее. Хотя, если будут пылесосить, то все выгребут 100%. Есть крысало. Есть кувалда. Я бы ее не вынес. Мешок. Не того объема. Не той вместительности, да? Блин, что это за лязганье? Где-то лязгало. Блин, кто-то стреляет по кому-то. Хочется верить, что выход не пасут там. Но, по-моему, так оно и есть. Коня нашел, пацаны. Кто за коня топил в комментариях? Я его нашел. Или сделать по-хитрому. Опачки. Да, свои-то. Сейчас смотри, какой обманный маневр делаем. Берешь. И вместо офиса Фолли заходишь в офис Гашана. Дверь закрыта. Возможно, и не лутали ничего. Здравствуйте. Понял вас, понял. Тогда берем. Делаем следующий хитрый маневр. Да мне, в принципе, сейчас терять нечего. Я могу бежать и даже не думать о том, что убьют, не убьют меня. Пофиг. Убьют, да и убьют. Я пришел за силовым кабелем. Не нашел. Пока. Сейчас мы тогда наверху тут посмотрим. В теклайте. Да и времени что-то не осталось нифига. Кто-то буянит, флэки кидает. Ну, здрасте, Настя. Силовой кабель, проблема какая-то, да? Ну ладно. Значит так, Тарков, да? Ну, капец. Надо было прям вглубь туда офиса Олли.
Короче, судя по всему, тут не только дикие, да, охотники до этих всяких приблуд компьютерных, но и ЧВК сами не свои тут полутать, поковырять, повыносить все это дело. Так, Ну такой ты... Ну, принес кучу мусора всякого, однако это не совсем не то, что мне нужно было. Да и ладно, вообще не нашел этот силовой кабель, ничего страшного. Я, короче, беру мосинку, беру патроны на россыпь и пойду за ЧВК сейчас на бережок. На берегу сейчас время для ЧВК, для филина вот этого квеста прям, ну, крайне подходящее. Там как раз 21 с небольшим. Есть еще вариант посмотреть, по-моему, сигнал, часть первая для механика. То есть надо будет на крышу западного крыла санатория Лазурный берег залезть, посмотреть антенну. И сходить в сторону Чупа-Чупса, на Чупа-Чупсе вторую точку посмотреть. Попал. Ну я так, без фанатизма. Просто раз уж я здесь первый, почему бы не глянуть картотеки? Вода честная. Какой-то хороший ключ, возможно, да? От маяка ключ. Склад вода очистной. Ключ 112. Эх, надо было мне взять эту Джинджи. Ключницу, что-то я вообще не подумал в этот момент. Да я, честно говоря, и не думал, что вообще лутать тут что-то буду. Кусты не стреляют, да, ночью? Ну да, ну да. Однако санаторий 112 у меня есть в западке. Это квестовый ключ, он мне понадобится потом по квесту тоже от лыжника и от честны, но это, по-моему, не квестовый ключ, он просто будет у меня в общем. Давай попробуем тогда на горностае хотя бы какой-то ночной прицел поставить, потому что видимость, ну, абсолютно вообще невозможно, в общем, там играть. Взял ночной прицел, вулкан вот такой вот я возьму, это ночной прицел, и на него вулкан вот такой переходник. Он, по-моему, да, он подходит как раз у меня на горностай. Во, хотя бы не в темниках прицеливаться, да? Так, Тарков. А ну-ка. О. Ну, уже другая, да, какая-то песня? Где я вообще? А, вон он, Чупик стоит, вижу. Понятно. Так, давай тогда по задачам глянем, что у нас по сигналу. Надо опять два этих самых смотреть сигнала. А по филину все засчитывается. Это не нужно делать в одном рейде. Хорошо. Тогда идем на Чупа-Чуп, смотрим первый сигнал. Здорово, то, что я появился снова недалеко от него. Ну, в этот раз я заходить лутать не буду. Так, есть. Пойдем сразу тогда на ГЭС. Попробуем понять, что там на крыше происходит. Может, в этот раз мне больше повезет. Я бегу, честно говоря, вообще даже не вижу, куда бегу. Под ногами абсолютно ничего не видно. Не навернуться бы где-нибудь. О, есть гаврики. Двое прям. Красивые, счастливые стоят. Давай, наверное, поближе подойду, чтобы наверняка. Не знаю, увидят ли они меня в темниках или нет. Будем надеяться, что нет. Эй, это мои дикие. Подождите. Он меня увидел. Блин, там уже кто-то шарится внизу. Представляешь?
Да ёшкин кот. Ну, судя по тому, что снайпер в сторону воды лег на крыше, я думаю, что он где-то за зданием там, да? Может быть, отсюда сейчас мы его увидим как-то. А, я вообще хорош, я магазин опять не зарядил. Что за человек, а? Ничему не учит Тарков. Эй. Ну, мне сказали, что это баг, можно не шарохаться. Вон он. Щадыщ. Есть кабанчик. Второй. А по общему списку третий. Я готов поспорить, что это где-то с той стороны с зелени стреляли по нему. Мне так кажется. Дроп вообще не в тему. Вон он за лазуркой. Там стреляли. Туда аирдроп вызвали, видимо. Так, это хорошо. Это уже я двоих застрелил. В итоге троих. Еще троих столько же надо мне застрелить. Надо, в общем, перемещаться. Чуть правее сюда. Через канал. Давай, что ли, остановку посмотрю. Ближайший спаун диких. Блин, надеюсь, теперь не будет этих кустов стреляющих. О, вон дикий ходит. Ой, красавчик. Иди сюда. Так. Так. Как бы мне удобственно к нему, а? А вот, прям в кустах где-то светит. Вот он стоит. Бам. Готов. Продолжаем путь. Это же у нас этот был, да? Тепловизоры. Короче, вулкан этот не работает, ночной прицел. Вот я вам что скажу. Все зря, никакой дикий не засчитался у меня, ни один. А я радостный. Вот один, вот второй. Эх, блин. Зато я проверил, пацаны. Вулкан на такие квесты нельзя брать. Вулкан как прибор ночного видения какой-то считается. Судя по всему. Ладно, давай тогда я, блин, посмотрю эту. Ёпперс, это лев, прикинь.
Знаю, знаю. Зря не взял рюкзак. Я это уже понял. Я это уже понял. Пойду тогда залезу на крышу. И посмотрю сигнал. Так что ты, залази. Эти до сих пор там что-то. Может, от диких отстреливаются. Ё-моё, там кто-то фонариком светанул. Вон, ЛЦУ увидал. Что делать будем? Блин, пацаны, идите куда-нибудь там. Туда, в центр. Все, посмотрели, полутали, уходите. Да он тут топает по дереву. Че, кого я сейчас с этой болтовкой полезу? Ой, елки-палки. А если, например, вот такой вариант исполнить? Раз, убираешь. И просто с механического прицела фигачить. Так, чисто ставить его, проверять, есть кто нет. Как вариант. Давай попробуем. Нет никого. Ладно, Тарков сегодня лоялен ко мне. Я попробую, рискну. Это, схожу на крышу. Вроде как... Еще пока ни разу нигде не умер. Может, это сейчас пронесет? Пронесет.
уже, по-моему, время, да? А уже 3 часа. 4-й час. Ну и что тут? Ладно, пацаны, убьете так убьете. Дверь открыта, крыша. Кто-то на крыше лазил. Вполне возможно, что делали примерно этот же самый квест, только там... Это первый квест у меня с пометкой, а там будет еще квест то же самое, эту же антенну, только глушилки надо будет поставить. Вполне возможно, что... Как раз это они и делали, да? Ну, давай тогда постараемся хотя бы сделать так, чтобы этот рейд был не холостым. Попробовать выйти с локации. Пойду на выход на маяк. Скорее всего, ребята, которые здесь терлись, они посмотрели эту антенну и пошли на чупа-чупс, я так считаю. Тем более, что там где-то ТОС или что-то стрельнуло. Или Мосинка. Вполне возможно, что это как раз эти пацаны и ходят там. Шел я, короче. Орел нашел. Там еще целый лев незабранный. Но бог с ним, с этим львом. Блин, надо было рюкзак все-таки взять. Че, блин, вот это вот не буду лутаться, не буду. Ну вот. Ну, на самом деле я рассчитывал просто на то, что пойду диких постреляю, посмотрю антенну и вся любовь, и пойду на выход без лутания, чтобы не задерживаться как раз таки специально. Но с вулканом я прогадал. И поэтому иду только с одним квестом от механика пока, по крайней мере. Только один дикий из 6 на счету. Я думаю, что проще будет сделать этот квест, просто взяв какую-нибудь ПП-ху. Да или тот же калаш какой-нибудь, и просто фонарик на него нацепить. И с фонариком диких пилить. Ой, а дикие-то живые. А это кто такой? Дикий. Еще один. Чевок бежит. По-моему, там тоже челобот. Может, это челоботы вообще? Тот, что слева, лег. Тот, что справа, просто пробежал.
Или уже пробежал домой. Вон, видишь? Да, это как раз какой-то персонаж, ё-моё. Однозначно. Лежал, лежал, чик, встал. И не видно нифига теперь. Блин, и луна появилась. А он где-то есть там. Заберу. Не, ну раз такая петруха, то давай удачи, братуха. Я пошел за львом. Будет хорошо, если его еще не забрали там Леву, да? Хотя вполне уже могли его забрать. Да тут что, серьезно, еще дикий? Ну вот они, челоботы, подъехали, и теперь... И теперь обычные дикие тоже заспавнились. Вот так. Ну, где-то есть. А вот тут друган мой бывал точно. Ну да, ну да. Готов. Так. Так это получается, я еще и сейчас... Если все и так дальше пойдет... Я и филина, что ли, закрою? Что-то я раньше времени, да? Отчаялся. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Выходы на тоннели однозначно. Да, тоннели. Сейчас мы попробуем это дело сделать. А что такое? У меня энергии 0, оказывается. Ёкарный бабай. Ладно, бог с ней, с этой красной пакой. Не нужна она, по идее.
Блин, ну это все, короче. Это надо... О, луну выключили. Ну, здрасте, блин, я только обрадовался луне. Фу, е-мое. Так. Будем джибошить не по-детски. Мне нужна еда. Это не еда. Ах, совсем, если плохо станет без еды, я же не выйду, получается. Еда, честно говоря, даже не знаю, где она может быть. Только если сумки какие-нибудь. Блин, я не успеваю по дикарям. А чё, какой филин? Уже время, все, луну выключили. Так что 100% идем домой теперь. Пойдем тогда на тоннель. По пути до тоннеля я посмотрю тайники, какие знаю. Я думаю, что в тайниках есть хороший вариант найти еду. Сейчас что-нибудь придумаем с этим вопросом. Нифига себе, какой рейд получился. Импровизация прям. Вот они, вот эти вот все случайные события, из которых потом складывается рейд. Так, еда у нас тут имеется, да? Задача, филин, до скольки там? До 4. Да нет, все уже. В доме ходит. Еда? Ты еда? 2 кек-ленты. Не буду я в коттедж заходить. Уже дикие мне не нужны. Так что я ухожу. Мамочки. Так что я ухожу в сторону тоннеля. Попробую выйти, что там, 0 энергии. Ну все. Эх, жаль, конечно, этого добряка. А ты бы не пыхтел, чтоб не палиться лишний раз. Сейчас вот здесь тайник будет, и там какие-нибудь... как их там, хлопья, вот это вот. Что-нибудь найдем, я думаю. А может и не найдем. Да если не найдем, тут осталось немножко до конца. До выхода. Одна аишка есть, голову будем лечить, если что. Ой, ништяк, искра. Хо-хо-хо. Спасибо, Тарков. Я думал, ты сегодня будешь снова беспощаден ко мне. Как в предыдущие дни. А нет. И помереть не дал. Еще и накормил. Сказка прям.
Ё-моё. В итоге все равно непонятно, появляются ли там дикие или нет на том ящике. Ну, мне показалось, что которого я убил, дикаря, это был самый обыкновенный бот. Ой, мамочки. Ну чё вы? Давайте мирно жить. ВПО. Шмаска. Все, я пошел домой. Короче. Офигеть, вот этот Тарков меня балует сегодня. Прикинь, я даже в таком, казалось бы, рейде выжил. Офигеть. А, нет, я же умирал сегодня. Получасовой рейд? Я вообще не заметил, как эти полчаса пролетели, серьезно. Очень жаль, что я с вулканом профукался, но это тоже опыт, которым я и с вами делюсь. Ну классно, классно. Как будто приключение какое-то прям произошло. Сигнал часть первая, с горем пополам, но выполнил. Нашел 2 источника сигнала на берегу и вышел с локации. Сигнал часть вторая, предметы, которых у меня не хватает. Зато есть процессоры, кстати, которые дикие мне сегодня принес, значит точно не зря ходил на развязку. 1 аккум принес, еще 2 штуки надо, 2 печатные платы. Смартфон и джифон у меня отсутствуют, но это можно будет либо найти в рейдах, либо сварить в убежище. Свой человек также дает квест, нужен 3-й уровень лояльности у прапора. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился. Спасибо за поддержку, пальцы вверх и за комментарии. Всем приятной игры, отличного настроения, до следующего выпуска, до свидания.